Здравствуйте! Shanlin UA2 — это портативный ЦАПа-усилитель, построенный на ЦАПе ES9038Q2M и имеющий мощность 125 мВт на небалансном выходе и 195 мВт на балансном выходе. По внешнему виду нет никаких изысков, особых дизайнерских решений, и при этом ЦАПа-усилитель смотрится лаконично. По размерам он напоминает iBus DC05, но при этом имеет съемный кабель, что я считаю огромным плюсом, потому что, во-первых, если несъемный кабель перебьется, это уже будет проблемой, и, во-вторых, при разных сценариях использования может быть необходима разная длина. То есть при использовании со смартфоном небольшая, при использовании с компьютером в качестве внешней звуковой карты, естественно, хочется уже иметь кабель побольше. И, собственно, хочется перейти к звучанию, и единственное, что добавить во время использования: ЦАПа-усилитель немного греется, не критично, поэтому изжор аккумулятора относительно небольшой. То есть, опять же, это очень сильно зависит от емкости вашего аккумулятора, от его характеристик именно смартфона, поэтому здесь показания такие достаточно плавающие. И по звучанию. Shanlin практически во всех своих источниках, неважно, это ЦАПа-усилители, это Hi-Fi плееры, делают такую приукрашенную подачу. То есть мониторность, линейность, аналитичность — это не про Shanlin. И в данном случае, как и с Shanlin UA1 Pro, такая же подача, которая реализована достаточно грамотно, достаточно интересно. То есть ЦАПа-усилитель не старается быть каким-то мониторным, не старается быть линейным, но и одновременно с тем не делает звучание более агрессивным. То есть не акцентирует те же панчи, те же атаки. Идет именно добавка по весу на низких, на высоких частотах, очень аккуратная работа с серединой, и за счет этого уже можно получить очень приятное для слуха звучание. И все же начинка у ЦАПа-усилителя достаточно уже высокого уровня, поэтому можно рассчитывать и на хорошую детальность, на хорошую аналитичность, проработку инструментов в различных в частотных диапазонах. И если сравнивать с тем же FiiO KA3, то конкурент от FiiO будет, да, действительно более мониторный, более детальный, более правильный, в то время как UA2 будет с одной стороны не таким аналитичным, то есть за счет того, что больше добавляется веса, естественно, скрадываются и какие-то детали, и какие-то нюансы звучания, но это не критично, потому что все равно звучание в различных наушниках с данным ЦАПа-усилителем нравится. То есть его невозможно назвать на 100% правильным, но и одновременно с тем это тот звук, который тебя устраивает, опять-таки в моем случае, и который не делает для наушников какого-то, грубо говоря, экзамена либо же проверки. То есть если наушники склонны к искажениям на каких-то определенных частотах, то он не старается этого подчеркивать. Соответственно, из-за этого и требовательность к музыке, к качеству ее записи, к качеству самого файла уже не настолько большая. Вы можете слушать совершенно разную музыку, ну и, естественно, какая-нибудь электронная музыка с акцентированными низкими частотами будет звучать интересно, будет звучать хорошо. Опять же, это не универсальный вариант, который подойдет для всех, который будет максимально подходящим для всего. Но однозначно это хорошее устройство, это интересное устройство, и его можно советовать к прослушиванию. Поэтому, скорее всего, данное видео буду закруглять. Если вам есть что добавить по данному ЦАПа-усилителю, то пишите об этом в комментариях по ссылке в описании. Сможете его найти, и на этом буду закругляться. Большое вам спасибо за просмотр, мира и здоровья. До скорых встреч!